Осеннее утро. Хлопнула входная дверь двухкомнатной квартиры. В темноте лежит, уже давно проснувшись, Геннадий Львович. Он повернул голову и подумал. Это ушли на работу сын Иван и сноха Люба. Пожилой человек привык рано вставать, всю жизнь прожил в деревне. Он уже год живет в квартире сына, чувствует себя обузой. Сын с женой допоздна работают, на выходные часто уходят то к друзьям, то на какие-то подработки. Мужчина вздыхает и смотрит в окно. Ветер качает ветки клена, и они стучатся в стекло, словно озябший путник. Ясно же, что просто не хотят домой возвращаться, чтобы со стариком не общаться. Надоел я им, а виду не показывают, размышляет старик. Вроде относятся с уважением, едим вместе. На грустные мысли его натолкнула соседка с первого этажа, с которой здесь познакомился. Несчастная женщина, сочувствует он. Забрали дети из деревни. А зачем, если через несколько месяцев уже обратно хотели вернуть? Но некуда, дом продан. Теперь дергают бедную старуху. Слушать ее, и то сердце кровью обливается. Как она терпит постоянные издевки и укоры. Лучше уж одной в своем доме доживать, говорила соседка, качая головой, чем так страдать. Геннадий очень любит сына, да и сноха Люба хорошая. Видит он, что сын заботливый, внимательный, но чувство тревоги не покидает. Замечает, что они что-то за его спиной обсуждают, шушукаются. В лицо мне правду сказать не могут, вот и избегают, чтобы не сорваться. Понимает он. Я и сам не стал бы стеснять сына, но так вышло. Геннадий Львович всю жизнь прожил в деревне. Жена давно умерла, остался один. Сын с женой часто приезжали, особенно внучка Варенька, когда была маленькая. Давно состарился, а по привычке занимался огородом, выращивал овощи, излишки на рынок носил. Все изменилось в один день. Уехал как-то Геннадий на рынок огурчики со своего огорода продать. Вернулся, а вместо дома пепелище. Опустился на колени и зарыдал, опустив седую голову. В один миг всего лишился. Только обгорелые лохмотья и доски торчат из земли. В этот день, как назло, соседей не было дома. Поздно заметили пожар. Своими силами не потушить. Вызвали пожарных, но уже бесполезно. Все охвачено огнем, спасать нечего. Дом старый, вот проводку и замкнула, поясняет участковый, осматривая место. Так случается. А где хозяин? На лужайке около сгоревшего дома нашли Геннадия Львовича, без сознания. Очнулся пожилой мужчина в больнице. Из-за переживаний у него случился инсульт. Он посмотрел в потолок и взмолился. «Ну зачем я жив остался? Сына жалко. Ему теперь придется за мной ухаживать». Забрал Иван домой отца парализованным, лежащим стариком. Когда-то активный огородник Геннадий превратился в овощ. Он привык к бурной жизни, а теперь прикован к постели. Больного поселили в комнате внучки Вари. Девушка-студентка перешла жить к подруге в общежитие. Дед видит, что квартира у сына небольшая. Внучка приезжает к родителям, а переночевать негде. «Не переживай, дед», — убеждает она деда. «Все нормально». Конечно, нормально. А что она еще скажет? Сердится на себя дед. Там наверняка условия хуже. Не дома ведь. Мешаю я всем. Пожилой мужчина пролежал полгода. Надоел я им, думает про себя Геннадий Львович. Сноха с сыном ухаживают, а сами, поди, ждут, когда помру. Стыдно старику, что лежит сыну обузой, да и не привык столько времени без дела валяться. Задумался. Пока я тут себя жалею и жду своего часа, молодежь от меня страдает. Негоже это. Начал потихоньку двигаться, разминать ноги и руки. То ли время пришло, то ли установку дал организму. Пошел на поправку.
Через полгода встал, сын со снохой рады, а он им новую проблему. «Вань, ты не обижайся на меня», — говорит отец, «но не хочу больше тебя стеснять. Определи меня в дом престарелых, сынок». Иван с Любой переглянулись и рассмеялись. «Спасибо, рассмешил», — отвечает сын, улыбаясь. «Вижу, тебе действительно лучше». «Серьезно говорю», — строго кричит отец, «не хочу здесь больше жить». Сын с женой растерянно думают, что старик шутит, а он злится и не может успокоиться. Если сказал, что в дом престарелых, значит так надо. Тут мне делать нечего. «Батя, мы же тебя не держим заперти», — спорит сын, повысив голос. Но, видя, как жена подала ему знак быть помягче с отцом, говорит спокойно. «Ты можешь и в магазин сходить, и гулять где хочешь. Это же твой дом. Ну что ты решил?» Геннадий Львович сердится и настаивает. «Не хочу вам мешать». «Вы нам не мешаете», — успокаивает сноха. «Да из чего взяли? Комната в Варе все равно свободна. Никуда мы вас сдавать не будем». «Почему сдавать?» — нахмурился Геннадий. «Просто со стариками хочу жить». Иван и Люба в шоке от таких слов. На все их уговоры Геннадий Львович твердит. «Ты, сынок, не переживай за меня. Я знаю, что говорю. Всем так будет лучше. А участок, который от дома остался, продай. На эти деньги устроишь меня в дом престарелых». Сын в итоге пообещал. «Ладно», — машет он рукой, — «сделаю, как ты хочешь». Отец успокоился на время, хоть какая-то определенность. Уже легче, когда знаю, что не буду напрягать людей. Им без меня легче будет, думает он, а сам переживает. Только вот сын со снохой мрачные ходят, еще дольше задерживаются на работе. Грустно, что скоро расстанемся. Супруги редко дома, рано уходят и поздно возвращаются, когда Геннадий уже ложится спать. На вопросы старика только отмахиваются. «Извини, батя, много работы». Он вздыхает, понимая, что и это все из-за него. Полгода лежал, а они по очереди ухаживали. Еще и лечение. Пенсию всю им отдавал, но на нее особо не разгуляешься. Дождливая осень сменилась первым снегом и легким морозом, а Геннадия Львовича так никуда и не отправили. Старик беспокоится. Зима промелькнет, придет весна. А вдруг там можно грядки какие-нибудь разбить? Читал, что где-то в доме престарелых есть огороды общественные. Интересно, в моем будет огород? Как бы узнать? Рассаду начал бы выращивать. Допытывается у сына. «Вань, как там дела идут?» «Вроде все сделал», — отвечает сын. «Участок продал, с домом престарелых уже договорился. Только вот очередь там, нужно подождать». «Огород-то там хоть есть?» Не унимается отец. «Есть, конечно», — уверяет сын. «Всем разрешают сажать?» Интересуется Геннадий Львович. Сын озадачен, переглянулся с женой и отмахнулся. А когда отец попросил показать фото будущего жилища, сын сильно занервничал. «Ну какое фото, батя?» Отнекивается он. «Искать нужно. И вообще, этим вопросом Люба занималась». Геннадий понял, что хотят отправить в первый попавшийся дом. Наверняка некогда было из-за работы хороший дом искать. Вот и нашли, что пришлось. Грустно вздыхает. «Конечно, не думали, что мне, старику, захочется в земле возиться. Я же всю жизнь в деревне прожил. Ладно, не надо мне ваше фото». А про себя подумал. Лучше заранее не расстраиваться. Он часто ходит поговорить с соседкой. Та рассказывает о своей нелегкой доле. Лучше уж среди чужих людей, чем своим родным быть в тягость. Верно тебе говорю, уверяет женщина. Хорошо хоть на ноги встал. Задумалась на мгновение и добавила. Хотя тоже непонятно, что лучше. Вот я ходячая, так зять вечно ругает. Не там стою, не туда что-то поставила. Одним словом, мешаю. Уедешь,
а сын к тебе в гости ездить будет. Или не будет. Геннадия Львовича от таких разговоров жар бросило. Каждый день ждет известий, когда в дорогу собираться. Он спорит с соседкой, уверяя ее: «Мои не такие, как твой зять. Ни одного плохого слова от них не слыхал. Пока лежал, ни разу не упрекнули». «Подожди еще», — трясет пальцем старушка. «Терпят, терпят, а потом начнется». Прошли пара месяцев, все без изменений. Геннадий Львович от переживаний и ожиданий весь как на иголках. В один пятничный вечер, когда сын со снохой вернулись с работы, не выдержал. «Если не отвезете меня в дом престарелых, — заявил он, — то в понедельник сам поеду договариваться с директором. Пусть хоть какую-то койку дадут». «Не будут же тебя в коридоре селить», — пытается отговорить его сын. «Сколько месяцев уже жду», — сердится отец. «Сколько еще ждать места? Согласен и на коридор». Сноха пытается пошутить. «Геннадий Львович, заведение хорошее. Пожилые люди умирать не хотят. Наоборот бы, порадовались за них, что места вам там нет». «Показывайте мне этот дом. Что там за такое заведение, что очередь большая? Уже нет сил жить в ожидании». На следующее утро сын с позаранку ушел. Люба заметно нервничала, когда завтракали вдвоем. На расспросы свекра невнятно отвечает: «На работу убежал. Вы же знаете, сколько он работает». Потом и сама куда-то засобиралась. Вскоре вернулась. Оказалось, что ходила в магазин. Краем глаза Геннадий Львович заметил у нее в сумке новый комплект постельного белья. Сидит в комнате хмурый, думает: вот, уже и постельное поторопились купить, брезгует оставлять, на котором я спал. Вздыхает: никому не нужный старик. Вышел на улицу воздухом подышать. Соседка в окно выглядывает, рукой ему машет, что спустится сейчас поболтать. А у него и без нее на душе тошно. Права она во всем, рассуждает Геннадий. Только повод лишний сказать мне, что предупреждала. А что поделаешь? Грустит он. Такая жизнь. И детей можно понять. Трудно им. Сам убедился, что работают без отдыха. Может, без меня им проще будет жить. Пока соседка не вышла, поспешил домой. Сын вернулся лишь вечером в воскресенье. «Батя, собирай вещи. Я все устроил. Завтра едем». Геннадий Львович не знает, радоваться или плакать. Улыбнулся, а у самого наворачиваются слезы на глаза. Ушел в комнату пожитки собирать. Вещей совсем немного, все сгорело. Есть только то, что сын позже купил. Собрался. Сын ушел в гараж за машиной, сноха своими делами занимается. Никто с ним даже проститься по-людски не хочет. Вышел напоследок прогуляться. Соседка тут как тут. Сообщил ей новость, что уезжает. «Все, прощай», — говорит он. «Еду доживать к одиноким старикам». Соседка сочувственно кивнула и перекрестила его. «И на том спасибо», — выдохнул он и пошел домой. В понедельник сын и сноха ради такого события отпросились на работе. Везут его в последнее пристанище. Соседка выглядывает в окно, а на лице улыбка. Геннадия передернула. Вот, тоже радуются, что оказалась права. У всех нас одинаковая участь. Едут в машине молча. Тишина тягостная. Старик молится. Хорошо бы огородик был, но хоть совсем маленький. Дома, конечно, раздолье было. Воспоминания о родном доме кольнули сердце и выдавили слезы. Сын со снохой всю дорогу молчали и нервничали, но больше его не отговаривали. Смирились или поняли, что так лучше для них, понял Геннадий, грустно глядя на сына. В таких мыслях он не заметил, что едут в сторону его деревни. Когда въехали на знакомые улицы, очнулся, насторожился, подумал, показалось, мерещится, смахнул слезу с глаз,
прильнул к окну. Остановились. Сын выбежал из машины и открыл ворота. Когда Геннадий Львович вышел из машины, остолбенел. Он не поверил глазам. Это же его участок с новым домом. Оглянулся на Ивана с женой. Те смеются и зовут его войти. Старику так стыдно, что готов сквозь землю провалиться. «Огородик, как обещали», — смеется сын. «Извини, батя, не успели все закончить». Мужчина от волнения еле ногами передвигает. Все не может поверить в такое чудо. В дом зашли, а он за сердце схватился, слезы на глазах. Сын показывает свое творение и улыбается отцу. Немного недоделан, но это мелочи. Домик хоть и небольшой, зато в нем есть все необходимое. И отопление, и вода, и веранда, и кухня полноценная, 2 спальни. Намного лучше, чем было в старом доме. Геннадий Львович обходит свои владения и радуется. О таком он даже и не мечтал. Все новое, и делать здесь практически ничего не нужно. Только огородом заниматься. Как раз весна скоро, пора рассаду сажать. Оказывается, как только его дом сгорел, сын с невесткой сразу начали строительство. Участок, конечно, не продавали, и в дом престарелых не ходили, занимались строительством. Поэтому и пропадали сын с женой так часто. Своими руками многое делали в доме, чтобы сэкономить деньги. Отцу не хотели ничего говорить, сюрприз готовили. Но он спутал все планы. Пришлось вести его в недоделанный дом. Сидя за накрытым столом, отмечая новоселье, Геннадий Львович плачет от счастья и ругает детей за такой сюрприз. Вечером сноха достала то самое постельное белье, что он накануне видел. Оказывается, специально ходила в магазин, чтобы купить для свекра, да еще накупила посуду, полотенце и много кухонных мелочей. Никто не собирался от него избавляться, хотели наоборот, порадовать. Знали, как он любит землю, а в городе ему некомфортно. Потом Геннадий Львович честно признался, какие мысли у него были. Покаялся, что плохо думал о сыне и снохе. Долго извинялся. Иван и Люба не обиделись, а посмеялись. «Не переживай, отец, мы тебя любим и всегда рады видеть у себя дома. Если захочешь переехать к нам со временем, то с радостью заберем». А от слов соседки посмеялись. Уж ей-то плохо живется. Это она всю семью в страхе держит. А байки рассказывает, так просто скучно. Вот и нашла себе развлечение. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.